каждый день ты занимаешься тем, что развозят. Если здесь в одно место приходят, и мы отдаем как бы помощь, то там надо было к бабушкам, и все бабушки, как знаешь, как такой парадокс, живут на 5-м этаже 5-этажного дома. И ты с этими пакетами, с волонтерами несешь памперсочки для бабули, помогаешь. И очень часто я обращалась к людям и говорила, что, ну, как вы можете оставлять своих родителей, ну, вот, которые лежат. Скажи про группу волонтеров своих, которые на машинах, на велосипедах, потом пешком, под обстрелами, ребята. Это просто люди, которые находятся там. И они сейчас продолжают делать это доброе дело. Под обстрелом. И, к сожалению, за это время погибли. Есть люди, которые погибли. Я верю, что Господь забирает их, и они становятся ангелами. Прости. К сожалению, их забирают постоянно. И война, она... Мармелад. Тут. Садим деревья. Такая вот у нас обстановка. Прекрасная осень. И что у нас здесь? Здесь у нас прекрасная осень. Я очень. И мы сейчас на море. Ми з Курдославянська. Українське море. Добре. Моє рідне місто Слов'янськ. Я дуже його полюбляю. Це місто курорт, місто молоді, місто щасливих батьків, місто, яке я люблю. Я з Донбасу. Детка. И я поворачиваюсь и слышу этот звук. И я понимаю, что летит ракета. Я смотрю на ребенка, поворачиваюсь, вижу. И все, что я вижу, и все, что я могу сделать, это упасть на нее. И в одну секунду я как бы падаю на нее, слышу, мама уже кричит: подвал, выплетают у брата окна, и убегает Рич с дома. И я слышу, Злата мне кричит: мамочка, верните Рича. И слышим, шара, упал. Злата уже все, трясется, мы ее забираем, она этого Рича вот так схватила и дрожит. Я ее пытаюсь успокоить. Тут у меня включился не волонтер, а мама. Злата, я помогу. Приходится убегать от войны. Сутки мы ехали Короче, до Одессы. до Одеси. Здесь у нас І ми поїдемо далі в Болгарію. Когда мы приехали в отель этот Берлин, первое, что мы делали, мы выходили на море, там такой длинный как... И по очереди девочки занимали время и плакали. Прорыдаются, некоторые пели, некоторые танцевали, некоторые сходили с ума. Каждый по-своему выкидывал и выплескивал эту энергию, которая, просто ужасная. Но плакали недолго, потому как море, оно очень помогает, очень. И просто посмотрел, просто настроил себя, что делай то, что можешь, там, где можешь. А я сейчас продолжу. Когда приехал мой ребенок сюда, он пожил 2 недели в гостинице, а потом сказал: я не буду сидеть на шее у Болгарии, я должна снять квартиру и идти работать.
И мы все переехали в Варну, и она сразу нашла работу. Вот оно пошло, закрутилось, потом меня позвали, говорят, будет новый проект «Синяя точка». И я сказала, что я хочу заниматься детьми. Да, Рич? Еще бог. Наши идут украинцы, а я им могу чем-то помочь еще. И очередь стоит. И я думаю, блин, вот я там, где должна быть. Я мечтаю О чем? зайчике настоящем. Зайчик, рэббит, да, на английском зайчик? Какая красота, какое у тебя море. Солнце надо в конце. Подарок? Мне? Серьезно? Угу. Сейчас я с бабушкой поговорю, секунду. Не, спокойно, спокойно. Все хорошо. Не надо плакать. У мальчика нету мамы. Бабушка есть. Все хорошо. Давайте, если надо, психолог поговорит. Он молодец, пусть оно все выходит. Пусть... Я вижу, но все будет хорошо. Все будет. Уже синий пошел цвет, уже все нормально. Мы работаем над этим. Вы опора для этого ребенка, вы понимаете? Давайте я вас обниму. Спасибо тебе за все. Вы молодец, правда. Там вчера тоже Ничего. оскорбили ее. Ничего, но он к нам приходит, он уже у нас делает мыло, он уже улыбается. Это тоже очень важно. Все будет хорошо, держаться. Ясно? Добре? Добре, да. Сильные. Все, мы все сильные здесь. Ага, спасибо. Настя, Да все, простите. Вниз, пожалуйста. разбередили душу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Все понятно, да? А теперь, пожалуйста, Миша сейчас не был на прошлом занятии, не видел постановки. Он сейчас посмотрит и станет в первую линию. Да, Мишанчик? Да? Топота копыт, пыль, по полю еще. А топота копыт, пыль, по полю. Браво, садимся на место. Злата, ты меня слышишь? Давай прикачу сейчас тебе. Возьми тут все, всё. отлично. Нет, все. Мы все вместе. Каждый на друг друге. Каждый на друг друга. Вот так мы грелись. Когда было холодно, мы так грелись. Да, Вик? Какво е най-трудно и най-лесно за теб, когато учиш чужд език? Най-лесно е да пиша, най-трудно говоря. Многие, кстати, когда сюда прибыли, у них такое есть восприятие, ну, у наших ребят, что кто-то кому-то что-то обязан, знаешь, Нет. вот, ну, типа, мы пострадали, ну, и все, и вот нам теперь должны все помогать. Не знаю, у нас немножко другая позиция, мы считаем, что нам никто не обязан ни в коем случае помогать, мы должны помочь себе сами в первую очередь. Те ще се грижат сами за себе си и за хората в тях. Наричат ти умни къщи. Това са сгради, което ще има система за автоматизация. Первый раз, когда приехали, и дети со своими родителями гуляют в Варне, мы с мамой тоже обратили внимание под ручку. Ну, как мы там на славянский Обнимают курорт, детей, мы тоже провожают в школу, друг друга любим. очень. обняли, отправили, поцеловали. Дети добрые. Мы очень этим довольны, очень рады, что она у нас... Мы сделали правильный выбор, И то, что она танцует. что в Болгарии попали, в Болгарию приехали.
конечно, я очень переживала, как мы дадим Злату в училище. Но когда я столкнулась и посмотрела, насколько принимают учителя детей наших. Болгарское училище — это Я вам просто хочу сказать, что это для меня большое открытие. открытие. Чистишки не знав, мати не пускала. Сама приготовила, сама поела. Златочка, больше будешь? А мы еще баницу сделаем, да, болгарскую? Нам Дора ее сделает. Да. Слава Богу за все. За еду, за кров. И за то, что у нас есть собака. Маленькая шкета. Главное, что мы взяли Ричард. Да, капитан, так точно, капитан. Кто не получил мыло? А где мы? А тебе досталось мыло? Да? Хорошо. Ой, кто такой? Чей тапок? Чей тапок? Мой к себе забирай. Чей тапок? Уже завалилось. Намного активнее. А я тобі казав. Осталось чуть-чуть терпеть еще 3-3,5 месяца. А потом? Потерпишь меня А, еще беременную. Самое потом интересное. двох будеш терпіти. То самое интересное будет. А тобі терпіти особо не прийдеться. Меня зовут Таня, мне 25 лет. Я с Украины, с города Харькова. У меня был магазин. Это оформление дней рождения, свадьбы. Я училась гостинично-ресторанный бизнес, туризм. Я была и официантом, и уборщицей. Есть, я устала улыбаться. Я вышла замуж тут, и сейчас мы ждем ребенка. Это просто какое-то чудо, потому что я после сложного заболевания онкология спинного мозга. 11-й год, декабрь, мне стало очень плохо, я перестала ходить. И через 2 дня врачи приехали, и мне сделали операцию. Я очень долго восстанавливалась, и говорили, что хорошо, что ты вообще жива. Мне давали 1%, что я выживу. И после этого они сказали моей маме, ну я уже немножко подросла, уже лет 16-17, я узнала, что я бесплодная, что у меня не будет детей. Что вероятность, что будут дети, 1%. Ночь 24 на 25 февраля было такое просто небо все в огне. И вот когда я вижу фейерверк, я это вспоминаю. Это все, наверное, вспоминают. Сначала было просто шумно, с 24 февраля было просто шумно. Но 6 марта стало настолько шумно, что я уже думала, все, конец, что мы уже, все, я уже не выживу там. И очень сильно обстреливали. На улицу я выйти не могу. Дома оставаться одной страшно. Подвалы закрыты. Куда бежать, что делать? И ночью попали в мою квартиру на балкон. Что-то летело. Я даже не могу сказать, что это было. Я знаю, что что-то летело, и было много огня. И задело часть балкона. Хорошо, что я в этот момент находилась на кухне. И я говорю маме, и в этот момент очень сильный шум, и все, я маму не слышу, я просто начинаю кричать. Меня очень сильно оглушило, и
до сегодняшнего времени у меня проблема со слухом. Я теперь плохо слышу. Я очень хотела уехать. Я звоню маме, говорю, я буду собираться уезжать. И она говорит, мы тоже собираемся, потому что соседнего дома уже нет. Мы не знали, куда мы едем. Мы просто ехали, куда и все едут. Мы ехали стоя, ехали, останавливались, потому что очень сильные были обстрелы. Перед нами поезд полностью обстреляли. Наш поезд стреляли, и мы начинали ехать назад. Это было очень холодно, мы стояли на улице, и приехала машина, и говорят, мы едем в Краков. В этой машине было всего 7 мест. А нас было человек 10, наверное, больше, потому что люди постоянно приходили, и мы ехали в багажнике. То есть я, мама, сестра, бабушка, наши вещи, еще одна бабушка была, и мы ехали в багажнике. И мы, когда приехали, мы были просто в шоке от того количества людей, сколько их там было. В Болгарии мы ехали тоже 3 дня. Мы приехали, я на 2-й день говорю, я хочу работать. И я захожу в интернет, просто пишу, что я в Болгарии, я ищу работу. Полиция, 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 полиция. Мое сердце — это дети. Я их люблю, они меня тоже любят. Я все лето работала няней. У тебя есть. А я не хочу. Он сейчас ее берет. Тя обожава децата. Усещах какъв човек е всъщност. Уже 5, забыла. Задавах въпроси, заинтересувах се какви са и целите, какво иска да постигне в живота. И видях, че са доста подобни на моите. Взех спонтанно решение. Просто това е вътрешно чувство, че този човек е за мен и искам да съм с този човек, нали? Но так случилось, что теперь этот парень стал моим мужем. Опитваме се да премахнем всяка една бариера, която съществува между нашите култури, нашите семейства и да създадем семейство, което е интернационално, което е извън нашите религиозни граници, извън нашите културни граници. И сейчас вот мы ждем ребенка, и это просто какое-то чудо, как это. Потому что все говорили, что вообще там никогда не будет детей. Това е ръчичка, отваря устичка, носленце, движи се, има ръчичка пред личицето сложена. Това е сърчицето. Сега ще чуеме сърдечната дейност. Сто 138 нормально. Наверное, первое, что мы сделаем, когда закончится война, мы приедем в Украину. Чтобы я показала детям, какая она Украина, что есть, какие у нас поля, какая у нас красота, какие у нас красивые города, какая история, архитектура. Харьков бомбят, мы в подвале. Спасибо каждому за поддержку и за каждый донейт. Детям Украины сейчас это очень важно.
Антошик, Антош, у нас заморозка. Раз, два, три. Я рассказываю, чем я занималась в Киеве. Я. Фотограф и видеограф. Мальчики старшие шли в школу. После школы мы быстро делали уроки. И дальше у нас была фехтовка, картинг. Да, рассказывают, как он уставал, когда мы после картинга возвращались домой в 9 часов ночи. Да. — 24 февраля это было утро раннее. 6 утра. Оно было неспокойное. Мы побежали в детскую комнату будить детей. Может, дальше я расскажу? Меня разбудили как старшего и дали всем задание, чтобы я разбудил детей. Я начал будить Антошика. Антоша проснулся сразу. Начал будить Максу и говорить, что началась война, вставай. Он говорит, ты меня так обманываешь, ты просто хочешь, чтобы я пошел в школу. Это было утро нехорошее, потому что были слова не «доброе утро», а были слова «мальчики, вставайте, началась война». Я в 4:20, когда была бомба, тогда я не я тогда не спал. Нет. А потом мы поехали в Тульчин, потом мы хотели выезжать попозже, но потом, когда услышали, что аэропорт взорвали близко, мы поехали сразу в Болгарию. Да. Сейчас, секунду. Помнишь, как мы только приехали в Болгарию, и нам дали пожить, Да. успокоиться в домике? Да. Можешь ты про это рассказать? Да, да. Да, дети вспоминают самое первое их впечатление. Это когда мы приехали в Болгарию. Нам... В село Болгарное. Это наши знакомые, которые помогли нам и встретили нас в Болгарии и дали свой домик летний для того, чтобы мы там пожили какой-то период времени. Мне очень нравилось, там была качель, и утром такое солнце, было тепло, птички пели, и солнце, и там горы. Настолько все это красиво, и ты катаешься на качели, это видишь, успокаиваешь. Там настолько было хорошо. И мы еще в обед гуляли, ходили на горы, вот так исследовали. Очень понравилось. Мы видели олененка. И уже вернулись к жизни и поняли, что, к сожалению, мы не можем вернуться в Украину, но надо продолжать жить дальше, переезжать в большой город и устраивать жизнь мальчиков, потому что в Киеве это была активная жизнь. Это было все по расписанию с утра до вечера. И хотелось, чтобы мальчики не теряли сноровку, не теряли свои навыки, умения, чтобы продолжали заниматься спортом. И мне было сложно, но было большое желание что-то адаптировать. Мы выбрали город София, потому что это большой город, где есть возможность найти работу, найти школу, детские садики. Антошка, давай покажем, как мы ложимся спать. О, тут же первый лег, второй лег, Тошка, и третий ложится. Давай, запрыгивай. Я вот так ложусь. Да. Ножку, возьми меня за ножку, одного и второго. Этого ножки лежат на мне, потому что он длинноногий, а у меня 2 руки, не 3 руки. И одна рука у меня держит ножки Антошки, а вторая рука держит ножки Макса. И так спим, да? Мальчики, просим кровать двухэтажную? Да, хорошо, мы загадываем на день рождения двухэтажную кровать, и каждый будет спать отдельно, да? Ну, когда папа приедет, мама будет с папой там спать, там разложит диван, а мы все трое тут. Папа выбрал вариант остаться в Киеве, чтобы поднимать экономику страны, так как для него это правильное решение. Я его поддерживаю в этом плане, потому что это важно. Кто у вас папа? Вместо папы кто? Ты? Я в роли папы, в роли мамы. Первое, на что я обратила внимание, это на одежду.
На одежду, первое, я как мама, потому что когда один ребенок, это хлопоты рассчитаны на одного человека, когда 3 детей, это в 3 раза больше. Ты думаешь, во что их одеть, во что их обуть. И я, когда перебирала вещи, поймала себя на мысли, что вот эта кофточка, она уже маленькая, и что дети уже подросли за этот год. Ну, то, что касается просто физических параметров. А вот Тимур мне сказал эту фразу, главную, это да, они стали очень самостоятельными. Они стали не по годам взрослыми, стали ответственными в какой-то мере. В каком-то плане дети молодцы. Потому что в наше время без телефона выходить, это, наверное, нереально. Каждый родитель должен звонить и спрашивать, как ты доехал, где ты идешь, а шапку ты одел, а водичку ты с собой взял, а кроссовки ты положил. Я просто когда иду, я все время что-то забываю. Я уже телефон не хочу брать, чтобы его забыть там. Я забыл воду, тогда еще забыл ботинки зимние. А то мне тут хомячок. Спасибо, не разови. Ты тихо, не забирай его, я тебе дам его. Вот. Да мне не гуляй. Ой, она сейчас упадет. Тихо, поставь его на место. Пусть побегает. Она бегать хочет, Антоша. Вот он, а двое тут охраняют, а ты там. Она пусть бегает, ставим ручки, но не берем ее это. Она хочет побегать, не бери ее на ручки. Пусть побегает. Ой. Вы знаете, я думала о том, что за этот год каждый ребенок уже отметил свой день рождения не дома. Одно желание у всех – это когда загадываешь, то ты не загадываешь себе телефон, ты не загадываешь себе много друзей, ты желаешь победу для Украины. Коли я повернусь додому, я зайду в свій будинок. Це буде щастя, тому що ми будемо вдома. Ми спочатку будемо нашого тілу обнімати, бо це наш кіт. Я прийду, скажу всім друзям привіт. Я вернувся з Болгарії. Всім друзям піду. І я думаю, приїдуть всі болгари, які нас тут підтримували, ми будемо цілий місяць святкувати нашу перемогу. Здесь очень много украинцев, и каждый украинец благодарен кому-то здесь, в Болгарии, потому что нам протянули руку помощи. И когда люди все будут возвращаться, с ними вернутся еще ихние, ну, можно сказать, как ангелы-хранители, потому что мы здесь одни, мы приехали сюда, но, по сути, мы тут не одни. Есть и люди, которые нам помогают. И вот те люди, которые помогали, они тоже вернутся в Украину, к нам в гости приедут, обязательно. Ми просто розкладемо матраси на підлозі, і всі будуть отак спати внизу. Антошка буде спати з вами, з тобою, з папою. Наші двері відкриті. Наші двері відкриті. Як это малку? Поточь мне гриб. Не ми говори на русский. Готово. След малко ще има продължение. Не се притеснявайте. Аз съм Ева от Харков, от Украина. На 17 години съм. Ходя в българско училище и след това взех курс за груминг и почнах да се занимавам с това. Цял живот се занимавах с животни. Първата ми работа беше с един много сладък енот. След това работих в зоологическа градина. Там отглеждах бебета, като има, например, голяма котка, пантера, и тя роди бебето и я дават на нас. И аз я грижа за нея, храня, чистим, така. Най-много обичам да постригвам шнауцери, цверк-шнауцери, митъл-шнауцери. Спокойно, спокойно. Сядай.
Аз не обичам метро. Аз ще направя всичко да не се качвам в метро. Ще намеря някакъв друг транспорт, ще взема такси, ще направя всичко, за да не се качвам в метрото. Аз не исках да напусна. Буквално до последно. Той си е моята къща. Виждаш едно съсипано дете. Едно абсолютно смазано, ужасно изплашено дете, което не знае къде идва, не знае при какви хора идва. Доста дълго време е пътувало по граници. Разбира се, че в началото беше като оплашен заек, но страшно бързо се събра. Прочетох това съобщение, че войната такова се започна във всичките канали, навсякъде почнаха да го пишат. И буквално чета и чувам някакви странни звуци отвънка. Разбирам, че не е коли, не е нещо. Разбирам, че чувам както стрелят. След като отмина първото адреналиново цунами, исках да видя дали аз мога нещо да свърша. Един мъж беше написал в групата за взаимопомощ на Украйна: дъщеря ми е на 16, моля ви някой да се погрижи за нея. Тъй като бях абсолютно наясно, че войната ще продължи много дълго, въобще не съм имала илюзии, че това ще приключи за няколко месеца, аз горе-долу си дадах сметка, че аз едно дете мога да взема вкъщи, ако трябва и 5 години. Когато баща ми каза да си взимам нещата, да ги слагам, да се готвя към голямо местене, аз казах, че няма да си тръгна без кучето. Взех куфара, кучето, с колата дойдохме до Чернівці. И ти вече ме взел Чернівці. Ева я взехме на 27 или на 27 март от Черновци, където имахме оговорена среща с нея и с нейния баща Макс, с когото бяхме вече във връзка. Макс беше с един си фанцук, с един свичер, яке. Бяха пътували и те безбожно много часове през някакви пътища из Украйна, супер опасни в този момент, защото имаше комендантски час, т.е. те по принцип не би трябвало да имат правото да пътуват, но той пътува, пое този риск. И Ева се прегръща с баща и Макс, казват си чао и тя с кучето тръгва към от друга страна на буса да се качва. И аз само си помня как му викам на Макс: Макс, сега на къде отиваш? И той вика: в Харков. Аз викам: защо? Защото в този момент Харков, края на март, си беше гореща военна точка. Викам: защо? И той вика: защото момчетата ме чакат там. Ребята ми нято даже да отказа. И вика: само не казвай на Ева. Ева още не знае, че ще ходим, че ще ходя. Аз бях готова. Аз не знам, той някакси се усеща. Той е първо, че си е мъж, а другото, той си ходи на лов, има оръжие, знае какво да прави с него и как някакси... Знаех си какво ще стане и бях готова, абсолютно. И после нещо ми подхвърля ми, което ми го беше писал в съобщенията, при това пък и съм ти обещал да те водя на опера в Харков. И го гледам, че му светят очите. И викам: какво става, бе? И той ми вика: той замина за фронта. И мен също ми стана много някакси криво и мъчно и си сложих и аз слънчето очила да не... Голо си сложи едни очила, да не ми се виждат сълзите. Но ми стана много мъчно, защото да му се не види, нали, тия хора може да се виждат, знам ли, за последен път. Просто тогава осъзнах и този момент на
на войната, че всъщност като се разделят едни близки, не е ясно дали пак ще могат да се съберат в един момент. И ти ставаш свидетел на някаква прегръдка, която при някои хора е последна, при други се надяваш да е просто доскоро. Тя беше много тиха. Беше много тиха в буса тя. И кучето беше супер спокойно. Да. Аз осъзнах последната година, че трябва да сме по-благодарни на това, което имаме. Защото всъщност в повечето случаи човек, докато не загуби нещо, не осъзнава какво има. Това, че имаме покрив над главите, никой не ни бомбардира, заедно сме с семействата си. Това ми беше на мене много мъчно, как тези семейства украински са разделени, децата и жените отиват в друга държава и не знаят какво ще правят, мъжете остават на фронта. И също не е ясно до кога, то още не е ясно, то може да продължи много време още тази война. И аз тогава осъзнах всъщност ние колко сме благословени да не преживяваме това нещо. Споделям думите на Гого и само бих добавил, че ми се иска да сме по-емпатични като хора. Наистина да се опитаме да влезем в обувките на отсрещния човек. И за контекста на Украйна, но и по принцип. А що се отнася до всички тези велики украинци, които ни дават невероятен пример за сила, сплотеност и вяра, един невероятен урок, е само да си затворим очите и да си представим какво има в главите на тези, които са в България, какво си представят, когато любимият им баща, брат, съпруг не си вдигне телефона или не отговори на съобщение. И съответно на тези, които са там в момента и ти споделят, както Ана ми написа веднъж, днеска беше добър ден, летяха ракети, но нито една бомба не падна. Разходихме се с кучето и децата навън. Поздрави на твоето семейство. Това е всичко. Само... Когато дойдох в България, ме посрещна Мила Бабадова, където си след това си оставих кучето и тя вече ме докара до центъра, където живее Фани Давидова и след това тя ми стана като майка. Аз си мисля, че в такава ситуация е много важно човек да се чувства приет, добре дошъл и да има кой да го гушне. Особено ако си е дете. Може би е трябвало да поизчака малко, да си почине, но не. Аз веднага я пратих на училище, веднага се вкара в среда, т.е. не исках тя да седи в къщи много. Имаше един период, в който не се излизаше от леглото изобщо. И аз без да съм психолог, веднага разпознавам признаците на депресия, на стрес. Много помогна това, че сина ми е на тази възраст, че ходеха в едно училище. Помогна това, че имаше едно-две други украински деца, които бяха в същото училище. И така. Не се справих сама. С това категорично искам да се знае. И много мои приятели помогнаха финансово, иначе аз сама нямаше да се справя, защото противно на доста хора, които смятат, че бежанците трябва да са ни окаяни, стреснати хора, които да живеят зле, аз пък смятам и исках човека, на който аз ще помогна, да живее добре. Още много ми беше важно човека, на който аз ще помогна, да не загуби за миг самоуважение и добра самооценка. Това са хора, които бягат от война и някакси очакването е, че тук идва малката кибрито продавачка и ние много романтично ще й помогнем и ще се чувстваме много велики и специални и не искам това да бъде така за Ева. Сега чета Фауст на български. Много обичам опера, но в България още не съм била. Няма кой да ме заведе. Това, което много й помогна, че има чудесно чувство за хумор и самоирония. Щом 27 за мен е старо, вие представете хората на възраста на Фани, как ми се струват. Ние вкъщи тук също сме така с доста черно чувство за хумор и брутално се шегуваме. Може да някой да реши, че са жестоки шеги, но мисля, че това много помогна. Аз не мога да разбера защо не се разбира колко голям подарък
за човешкия капитал са тези хора. Защото това са хора, които са доста близки до нас. И тези хора биха могли да внесат страшно много полза като човешки ресурс, като капитал, като професия. И това, което всъщност много и помогна, като ме питате, е, че тя положи усилия. Тя много се стара. Кога Ева можем да запишем час? През седмица да погледна или събота, неделя. Събота. Не може, нали? Когато си в някаква такава голяма ситуация, ти някакси порастваш. Никога не съм възприемала Ева като възрастен за нейн ужас и разочарование. Ева е дете. Аз не бях готова никъде. Аз исках да съм само в Украйна. Ти по-малко. Ева на 27 си е в Украйна, може би е в Киев, не само в Харков. Аз Киев го харесвам. С един груминг салон и си постригва едни шнауцери. Fortunatissimo per verità